Как мы знаем, Тансан стал богом и поднялся в божественное царство. Он достиг положения бога-короля. Ранги богов делятся на бога-офицера, бога 3-го класса, бога 2-го класса, бога 1-го класса, которые являются частью иерархии 4-го измерения. Причем 1-й класс имеет контроль над всеми пространствами 4-го измерения. Затем над ними находятся боги-короли, пятимерные существа, которые управляют пятимерными пространствами и созданы из них. Пространства, которые вмещают и удерживают бесконечное количество четырехмерных пространств и пространств более низкой размерности. Король-бог обладает способностью видеть судьбу других, не принадлежащих к тому же рангу, и их закон считается истинными законами десятимерной вселенной. Боги-короли известны как повелители вселенной, поскольку они являются правителями своей собственной вселенной более высокого измерения и существами, которые доминируют своей собственной вселенной. И точно так же, как смертный не может повлиять на истинного бога, на короля бога не могут повлиять способности и планы тех, кто ниже его, таких как боги 1-го класса и ниже, из-за разницы в измерениях. Единственный способ повлиять на короля бога – это дать богам более низкого уровня божественное оружие, которое может поставить их на тот же уровень, что и король-бог, достичь того же измерения, что и король-бог, или более высокого измерения, чем они. Божественное царство может быть создано королем-богом, который может преобразовать бессмертную ци из мультивселенной и планет в царство более высокого измерения. Они создают законы и концепции для своего божественного царства, имея полный контроль над правилами и пространствами в нем. Божественное царство, которым управляет Тансан, не единственное во вселенной, есть и другие, но в нем Тансан входит в топ-5 сильнейших богов-королей и по сути как Асура следит за порядком в нем. Божественное царство Дууло или Боевого континента – одно из многих божественных царств во вселенной, куда разумные существа вознеслись после того, как стали богами и покинули свои родные миры. Им управляет Совет. Во главе находятся 5 богов-королей. Кто именно возглавляет Божественное царство Боевого континента? Первый – бог Асура, второй – бог разрушения, третья – богиня жизни, четвертый – бог зла и пятая – богиня доброты. Изначальный бог зла и богиня доброты раньше отвечали за царство богов. После передачи своих позиций бога Джодуну или Янь, новый бог Асура Тансан берет на себя их роли и становится ответственным за божественное царство. Трое королей богов также являются стражами порядка. Один из них бог Асура, другой бог разрушения, последняя богиня жизни. Многим было интересно, сколько богов всего находится в Божественном Царстве. Известно, что там тоже рождаются дети, а значит численность должна быть немаленькой. По сути, Божественное Царство – это тот же мир, только в нем живут боги. Итак, помимо 5 королей богов, в Божественном Царстве в настоящее время насчитывается 18 богов 1-го класса, 216 богов 2-го класса, 1847 богов 3-го класса и примерно более 10 тысяч обычных богов-офицеров и божественных патрулей-охотников. Прежде чем Божественное Царство засосало в пространственно-временную турбулентность. Во время событий Боевого континента 2 Рон Яньбин упомянул, что существует 33 бога 1-го класса. Давайте подробнее рассмотрим совет 5 сильнейших богов Божественного Царства и поговорим о каждом из них. Тансан Асура занимает положение блюстителя порядка и отвечает за соблюдение правил и законов в Божественном Царстве. У него есть сила и власть выносить приговоры другим богам и даже убивать богов. Другими словами, он бог резни Божественного Царства, отвечает за убийства, судебные процессы, законы и постановления. На нем лежит ответственность судить богов, контролировать Божественное Царство и поддерживать его правила. Тансан стал первым в истории богом, обладавшим 2 позициями бога одновременно. Тансану не очень нравилось положение Асуры, хотя это был бог-король, потому что в его силе душа и сознание были затуманены гневом. Бог зла и богиня доброты, Джидун или Янь, муж и жена. Они стали новыми наследниками. Богиня доброты Лиянь также носит титулы богиня пламени и королева пламени. Она бывшая правительница внутреннего земного мира, известная как королева пламени. Чтобы спасти Джидуна, своего мужа, она продемонстрировала силу божественного уровня. Позже она переродилась и, пройдя через множество трудностей, снова стала богом и унаследовала положение богини доброты. Она стала одной из 5 богов и членом Совета богов. По соображениям безопасности, прежний король-бог добра не полностью передал доброе сердце и божественный статус суперартефакта Лиянь, в результате чего ее сила стала самой слабой среди верховных богов Божественного Царства. Что касается бога зла, Джидуна, его история очень интересна и описывается в другой книге автора. В своей предыдущей жизни Джидун был лучшим в мире барменом и мастером дегустации вин. Он также известен как винный бог, номер 1 в мире. Что касается остальных богов, их мы подробнее рассмотрим в будущих видео. Все они крайне любопытные персонажи и играют немаловажную роль в событиях Боевого континента. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, какой же из богов сильнее. Подписывайтесь на канал и всем пока.